Приветик, ребята! Ну что, давайте начнем нашу первую тренировку из комплекса Go to Slim. Итак, вот наш план тренировки на сегодня. На сегодняшней тренировке вам также понадобится фитбол, скакалка и гантельки удобного для вас веса. Поехали! Начинаем с разминки, повороты головы, стороны и круги. В обратную сторону. Отлично. Сгибаем руки в локтях и делаем кружочки к себе, обратно. Теперь, сгибая руки в локтях, тоже делаем кружочки, хорошенько разминаем руки в обратную сторону. Теперь прямые руки. Делаем большие круги, хорошо разминаемся. Теперь делаем повороты корпуса в сторону, выставляем руку, хорошо поворачиваемся. Выдох, вдох, выдох, вдох. Ноги стоят на месте, только поворачивается корпус. И теперь делаем вращение тазом по часовой стрелке. Хорошо отводим таз назад и выставляем его вперед. В обратную сторону. Теперь делаем выпад. Сначала левой ножкой, правая сзади. Хорошенько растягиваемся. Выставляем ручки наверх и тянемся назад. Разминаем спину. Держим равновесие. Меняем ножки. Делаем выпад на правую. Левая прямая. Пружинимся. Следим, чтобы коленка была ровным, не выходила за носок. И тянемся назад. Как можно сильнее постарайтесь потянуться. Отлично. Теперь выпад в сторону. Растягиваем внутреннюю поверхность бедра. И на другую ножку. Молодцы. Соединяем ноги. И согнув их в коленях, делаем тоже небольшие кружочки. Немного приседаем. И разминаем голеностоп. Другая нога. Отлично. Приступаем к нашей тренировке. И первое кардио упражнение, чтобы хорошенько разогреться, будут прыжки на скакалке. 50 прыжков. Готовы? Поехали. Прыгаем на двух ножках. Слишком высоко не нужно прыгать. Главное, словите ритм. Ничего страшного, если вы собьетесь, берите и начинайте заново. Дыхание ровное. Выберите удобный для вас темп.
животик подтянут. Молодцы. Разогрелись. Немножко перевели дыхание. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Следующее наше упражнение будут приседания и косые выпады назад. Опять приседания и выпад уже на другую сторону. Поехали. Не забываем, что у нас, когда мы становимся двумя ногами вперед, мы выполняем приседания и потом только выпад в сторону. Выдох, выдох. Следим, чтобы ножка, когда назад мы делаем выпад, шла не прямо за вами, а немножечко наискосок. Приседаем как можно глубже, не жалеем себя. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не останавливаемся. Держим на равновесие. Еще немножко. Идем до конца. Еще. Молодцы. Перевели дыхание. Немножко отдохнули. Приступаем ко второму упражнению. У меня помощником будет служить фитбол. Вы можете просто сесть на стульчик какой-то. Берем 2 гантельки удобного для вас веса и выполняем жим. Выводим их наверх и сгибаем руки в локтях. Выдох, вдох. До конца ручки старайтесь не выпрямлять наверху, чтобы не перенапрягать трицепс. Опускайте их ниже. И, конечно, поднимаем гантели одновременно. И еще пару раз. Отлично. Отставляем немного в сторону и возвращаемся к нашим приседаниям и выпадам. Делаем 2 подхода. Так, это в сторонку. Немножко перевели дыхание. Можно немного растянуть грудные мышцы, чтобы снять напряжение. Отлично. Поехали. Приседание. Выдох. Выпад в сторону. Выдох. Опять присели, встали и выпад в сторону. На самом деле, поначалу может показаться как-то слишком запутанное упражнение, но если вы поймете, как это все последовательно должно выполняться, то на самом деле ничего такого сложного нет в этом. И самое главное, конечно, следить за техникой. Глубоко приседаем, просто таз отводим назад, чтобы коленки не выходили за носки, это главное правило. И при выпаде тоже следим за коленом. Сзади ножка у нас становится просто на носок. Также выполняйте упражнение до конца. До конца садитесь, до конца делайте выпад. Это будет плюс только вам. Выдох.
Следим за вашим дыханием. Если ваше дыхание будет сбиваться, конечно, вам тяжелее будет выполнять упражнения, и вы быстрее устанете. Веселее немножко. Еще немного. Молодцы. Отдохнули. Перевели дыхание. У нас отдых будет не больше минутки. Как раз мы успеем немного отдохнуть, и у нас пульс не будет падать для лучшего жиросжигания. Поехали, второй подходик с жимом гантелей сидя. Садимся, поднимаем гантельки и поехали. Раз, два, три, выдох, вдох. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Молодцы. Делайте до отказа упражнения. До того момента, когда вам действительно станет тяжело. Перевели дыхание, сделали глубокий вдох и выдох. Поехали. Кардиоупражнения. Прыжки на месте. Слишком высоко тоже не прыгаем. Дыхание ровное, не сбиваемся. Вдох, выдох, вдох, выдох. Помогаем себе руками. Слишком широко тоже ножки не нужно оставлять, на уровне плечей. Молодцы, остановились, отдохнули. Между подходами каждые 10 минут можете выпить водички. Глоток 2 максимум, чтобы у вас не булькало там ничего. И теперь мне понадобится мой коврик. Вы можете просто лечь на пол, на полотенечко. Приступаем к упражнению. У нас будет пресс. Одно коленко закидываем на другое и выполняем обычные скручивания. Выдох, вдох, выдох, вдох. Выполняем упражнение до жжения в мышцах пресса. Вы должны чувствовать, как работает ваш пресс. И теперь касаемся локтем колена. Сначала на одну сторону, во втором подходе будем другим локтем касаться. Еще немножко. Молодцы. И сразу же переворачиваемся и выполняем отжимания на коленках. Корпус ровный. И поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Молодцы, потянулись. Перевели дыхание. Переворачиваемся. Теперь мы закидываем уже правую ногу на левую. И поехали. Не забываем, что потом мы тянемся другим локтем к колену. Так мы задействуем прямую мышцу живота и скручиваниями в сторону, то есть касание локтем к колену, уже работают косые мышцы пресса. Весь пресс прорабатываем за один раз. Старайтесь резко подняться и медленно опуститься. Так вы почувствуете действительно работу и напряжение мышц пресса. Молодцы. И переворачиваемся, делаем еще раз 15 повторений, отжиманий. Уже немного устала, но продолжаем. Руки на уровне груди, проверяем себя. Корпус ровный также. Чуть медленнее опускаемся и быстрее встаем. В принципе, это особенность у каждого упражнения такая, что мы делаем такие толчкообразные движения, можно даже сказать, да? Резко что-то делаем, потом медленно отпускаем. Это для лучшей проработки мышц. Молодцы. Переворачиваем ладоньки к себе и растягиваем пресс. Тянемся головой назад. Отдыхаем. Отлично. Беру коврик. И делаем наше следующее кардио упражнение. Бег на месте. Высоко поднимаем коленки, касаемся ими к рукам. И бежим. Как видите, мы чередуем 2 силовых упражнения. И с ними делаем 2 подхода. И потом одно кардио упражнение. Это позволит нам и одновременно сжечь жир, и проработать наши мышцы. Вот, смотрите, теперь мы поднимаем ноги и касаемся к ним, к попе. Да, так что ножки у нас теперь идут наверх. Чередуем такой бег и такой. Так что сегодня у нас такая тренировка. В принципе, весь комплекс направлен и на жиросжигание, и на проработку мышц. Все, что нужно, в принципе. Так что работаем. Как-то руки здесь работают, то есть вы не тянете какой-то вес, думайте про ваши локти, они должны у вас отходить назад. Здесь все направлено как бы на проработку спины. Так что думаем про спину. Сводим лопатки вместе. Выдох. Вдох, выдох.
И всегда подбирайте вес так, чтобы вам последние 5 раз где-то уже давались действительно тяжело. Если вы, допустим, возьмете гантели по 1 килограмму, конечно, вам будет очень легко делать это упражнение. У меня здесь гантельки где-то по 4 килограмма, может даже больше немного. Поэтому мне упражнение дается сложновато. Отлично. Теперь мне понадобится коврик и утяжелители. У кого нет утяжелителей, ничего страшного, выполняем без них. Итак, мы отводим ногу назад, поднимаем ее и как бы такой дугой, описывая круг коленом, возвращаем ее в исходное положение. И не бросаем ножку на пол. Видите, она не касается пола. Это очень важно. Следим за коленом. Вот оно сейчас делает круг и возвращается в исходное положение. Так мы можем проработать и ягодицу, и внешнюю поверхность бедра, и бицепс бедра. В принципе, в общем, работает и ягодица, и вся нога в целом. Так что следим за собой. Самое главное, еще раз повторюсь, не бросаем ногу, не кладем ее на пол. Конечно, если у вас есть утяжелители, это очень хорошо, но даже без них вполне очень хорошее упражнение. Просто можете сделать чуть больше раз. Вдох, выдох. Потянулись. И сразу же приступаем ко второй ножке. Можно облокотиться на локте. Выставляем ногу наверх и вот поворачиваем ее и возвращаем в исходное положение. Если обычно мы делали вообще упражнения, видим такие, что просто выводим ногу вверх и возвращаем ее, а здесь мы, получается, крутим колено. И это нам позволяет проработать еще заодно и внешнюю поверхность бедра. Вот эти ушки, да, убрать. Тоже очень важно. Также выводим как можно сильнее и выше ногу наверх. Чем выше поднимете, тем больше заработает ягодицы. Как бы на секундочку ее там задерживаем наверху. Отлично. Потянулись. Отдохнули. Тяжеловато. Пока уберу сейчас коврик и вернемся к нашему жиму гантелей. Делаем опять же наклончик и подтягиваем гантельки к себе. Тянем их к поясу, не к груди, не еще куда-то. Кстати, руки у нас никак не отходят от корпуса. В принципе, они двигаются в одной плоскости. Опять же, думаем локтями. Просто мы их, как будто нас кто-то тянет локтями назад. Выдох. Вдох, выдох. Еще немножко. Задержались. Держим гантельки, не опускаем их, просушиваем руки, спину. Локти на одном уровне. Терпим, терпим. Кстати, вот сейчас мы немножко согнули колени и заодно и ноги прорабатываем. Отлично. Молодцы. Возвращаемся к нашему упражнению на коврике. Второй подходик. Облокачиваемся на локти. И поехали. Левая ножка у нас работает. Раз. Два. Вернули. 3. 4. Высоко поднимаем.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Задержались. Держим ногу. Не бросаем ее. И молодцы. Остановились, потянулись. Отдохнули немножко. И поехали. Вторая ножка. Не забываем, что у нас их две. Раз. Вернули. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 и 20. Задержали. Держим, держим. Я знаю, что уже многие устали, но терпим. Не опускаем ножку. Молодцы. Отдохнули, потянулись. И встаем. Снимаю свои утяжелители. Мне они не понадобятся больше. И приступаем к скакалочке. Делаем прыжки на месте. Сначала с двумя ножками. Опять же, если у вас нет скакалки, я уже говорила в некоторых роликах, что нет скакалки, просто прыгаем на месте, делаем имитацию скакалки, как бы, да. Но опять же, я вам хочу рассказать, что скакалка — это самый лучший кардиотренажер, который может быть у вас дома. Никакие беговые дорожки особо дорогущие, я думаю, все многие знают, что они очень дорогие, вам не помогут так, как скакалка. Так, теперь меняем, на одной ножке прыгаем. Сначала на правой 20 прыжков, потом на левой. Поменяли. Молодцы. Умнички. Отдышались. Пьем водички. Мы хорошо поработали. Сейчас сделаем заминочку. И все, вы можете считаться молодцом. Снимем напряжение. Потянем руку в сторону. Другую ручку. Тянем ладонь вниз. Другую. Складываем руки в замок
и выставляем грудную клетку вперед. Растягиваем корпус, тянемся назад. Ножки пошире и наклоняемся вперед. Колени ровные. Наклоняемся вперед. Касаемся руками к полу. К одной ноге тянемся. И ко второй. Глубокий вдох и выдох. Вдох, выдох. И еще разочек. Молодцы. Растянем грудные мышцы. Сводим лопатки вместе. И теперь делаем выпад. Левой ножкой вперед. Хорошенько растягиваемся, тянемся в сторону. Поворачиваем корпус. В другую. Руки наверх и тянемся назад. Как можно сильнее. Держим равновесие опять же. Отлично. Опускаем колено и подтягиваем правую ножку к себе. Пытайтесь как можно ближе подтянуть ее к себе. Левое колено не выходит за носок. Встаем. Меняем ногу. Тянемся в сторону. В другую. Руки наверх и растягиваемся назад. Опустили колено и подтянули ножку. Умнички. Встали. Сделали глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ну что ж, вы большие молодцы. Теперь встретимся на следующей тренировке в среду. Всем удачи. Пока. Это будет совершенно новый вид тренировок, где за одну тренировку мы будем работать над всем телом. Плюс мы хорошенечко вспотеем благодаря кардиоупражнениям.